Народ, давайте замутим офигительные хрустящие яйца пашот. На самом деле рецепт кажется простым, но в нем есть один небольшой нюанс. У вас яйца должны получиться жидкие внутри, но нормальные хрустящие снаружи. Сделать это не так просто, как кажется, поэтому, если вы покупаете яйца для данного рецепта, берите не один десяток, а, например, 2. Мало ли вы захотите поэкспериментировать. Но сначала нам нужны крошки, в которых мы все это дело будем обжаривать. Для крошек, вместо крошек, можно взять панировочные сухари, но они достаточно грубовато крупные. Лучше сделать сухари самостоятельно. Это очень просто. Берем противень, кладем на него кусочки булки или хлеба и подсушиваем в духовке. И чтобы крошки были ароматные, возьмем тимьян и розмарин. А вы как думали? Подачу мы сделаем на соусе из авокадо. С авокадо всегда одна и та же шляпа. Ты приходишь в магазин, а они там такие сыровато-твердые. Но так как мы будем делать соус, нам все равно. Соус сделать очень просто. На самом деле любой соус, вот такой вот овощной, сделать очень просто. С солью, перцем и оливковым маслом, какой-нибудь творожный крем-сыр, типа... Перемешиваем, блендируем, например, с кукурузой или с авокадо, или с горошком. Получаем нужного цвета прикольный, мягкий, кремовый сливочный соус. Просто. Сухарики, соль, розмарин, тимьян, петрушечка. Народ, эти сухари пахнут просто божественно. Ну что ж. Запашотить яйца достаточно просто, тяжело их потом оттуда вытащить. Почти закипающая вода, то есть не бурлящая, а такая, не знаю, 95 градусов, грубо говоря, и где-то за 4 минуты белок схватится, а желток останется жидким. Но, опять же, друзья мои, экспериментируйте, сделайте одно яйцо, поймите, насколько у вас холодный холодильник, большие яйца. Поймите, насколько у вас большие яйца, и исходя из этого уже выставляйте тайминги. Для сравнения, текстура панировочных сухарей и текстура наших handmade сухарей. Конечно же, фишка данного рецепта в жидком желтке. Лучше бы, чтобы он был яркий. Ну, вот на этой пачке написано яркий, но где-то в 8 из 10 случаев, когда пишут яркий желток, обычно просто врут. Я яйцо разобью в поворожечку, в которой немножечко... Ну, такое, я бы не сказал, что яркий желток, ну норм, в которой немножко масла, чтобы оттуда все сползало. Смотрите. Вот там все бурлит. Бэм. 4 минуты прошло. Яйцо пашот. А вот здесь, друзья мои, кроется одно небольшое лукавство. Почему данный рецепт не может попасть в рубрику «Общажный повар», «Золотой пантеон», «Делай проще»? Потому что вероятность при панировании мягкого белочка, где жидкий желток, все это дело порвать и развалить, вероятность эта крайне велика. Вот. Поэтому пытаемся сделать что-то адекватное, но очень аккуратно. Нам нужны техника мягких рук. Винчуй. Обычная мука.
И пара взбитых яиц, чтобы все это дело прилипало. А теперь важный момент. Когда вы все это дело обваляете, вам нужно, чтобы, во-первых, панировка налипла. То есть пускай она будет такая немножко мягенькая, влажная, это наоборот для фритюра будет хорошо. И второе, дайте время яйцам остыть. Зачем это нужно? Если они полностью остынут и желток останется жидким внутри, то при фритюрении, при жарке во фритюре у вас все сверху схватится, а желток не успеет прогреться и стать твердым. А если вы горячие сразу вот так туда, они продолжат нагреваться, и вы получите просто вареное яйцо. Вы можете и так его сварить, зачем так тогда ебаться? Обычная маслица 160 градусов. Подавать будем на тостах. Я просто поджарил пару тостов или типа того. Что касается масла, оно должно быть 160-170 градусов по Цельсию, то есть достаточно горячее. Иначе, если оно будет там 120, вы опять же будете жарить до золотистости ваше яйцо долго, и оно внутри сварится. Вы должны понимать, что оно готово, там внутри готовить нечего, вам нужно чисто задать румяность, золотистость, все, и подать его сразу. Дегустация. Очень простые ингредиенты. Очень много запары. Много испачканной посуды. Много там испачканного масла, да, испорченного. Но это божественно. Нежный авокадо соус сливочный не перебивает вкус желтка. Розмарино-тимьяново-петрушечное яйцо с очень-очень хрустящей корочкой. Это офигительно. В общем, если есть время упариться, упарьтесь. Короче, это чудовищно вкусно, но только из-за сложности и количества затрат в плане. Нужно купить розмарин, тимьян. Да, они практически везде есть, можно их и сушеные взять. Нужно купить хлебцы, их высушить, все это дело перемолоть. Потом, значит, нужна мука, нужны яйца, еще яйца нужно взбить, чтобы все это дело прилипло. То есть только поэтому данный рецепт не попадает в золотой пантеон. А так это просто очень-очень вкусно. Вот. Я видел около 10 рецептов таких на ютубе, там от Рамзи, Оливера и Байрона Тальбота, то есть они все делали вот такие вот яйца пашот. Другое дело, что я не совсем понимаю, зачем при варке яиц пашот добавлять уксус в воду, потому что уксуса добавляется настолько мало, что он не помогает ничему сворачиваться. Мне кажется, что это экспериментально уже доказано. То есть, чтобы яйцо пашот сворачивалось быстрее от уксуса, его нужно столько, что оно будет кислым. Но это такие уже нюансы. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.